Всем привет! Продолжаем наши псевдогайды. Итак, начнем. Начнем мы с чего? Коллизии. Коллизии актора. В общем, создал я вот такого вот актора плюсового, отнаследовался от него, вернее. В нем всего лишь бокс collision. Это мы создавать уже умеем. И расположил его на сцене. Давайте его сделаем вот здесь. Hidden Game уберем, чтобы мы его видели. И если мы стартуем, то вот мы его видим. Но у нас здесь ничего не происходит. Пока что. Давайте сохраним. И пока что выйдем. Все равно перезапускаться. Итак, вот он наш актор. Вот он у нас здесь присутствует. Хорошо. Хорошо, да не очень хорошо, потому что я забыл подключить Project CPP сюда. Project. Это чтобы у нас наши макросы работали. Итак, хорошо. Мы создали, отнаследовались от обычного актора, создали своего тестового актора, создали поле Box Collision, после чего записали туда, создали именно сам этот бокс, Box компонент, предварительно подключили его, сделали его root компонентой. И теперь мы хотим, чтобы у нас при том, когда мы заходили туда и когда мы выходили оттуда, что-то происходило. Вот. Для этого есть там такие делегаты. Мы уже познакомились с делегатами. Что это? Эпики создали делегаты на это событие. То есть, когда что-то попадает в этот бокс collision, срабатывает делегат, что туда что-то попало. А если оттуда во что-то выходит, срабатывает делегат, что оттуда во что-то выходит. Есть такие вот два делегата. On Component Begin Overlap. То есть мы из нашего бокс collision, но это не только бокс касается, это и сферы касается, и капсулы сферы касается, у них одни и те же делегаты. On Component Begin Overlap, это если начало, ну и End Overlap, это если вышли. Мы делаем Add Dynamic, потому что это Dynamic делегат, который может и в блюпринтах использоваться, и в плюсах. Поэтому мы прописываем Add Dynamic. Потом стандартная запись, то есть мы this передаем то, что это этот объект, и передаем по ссылке ему наш метод. Но просто так метод передать тут не получится пустой, потому что в нем что-то есть. Нам нужно знать, что именно есть. Вот здесь я, конечно, уже записал, что там есть, но мы изначально-то об этом не знаем, причем здесь очень много чего он в себя принимает. Вот. И понеслась. То есть тут other актор, overlap актор, primitive компоненты, int, bool, const, f, hit результы. В общем, тяжело. Нам надо узнать, откуда это. И еще важный момент, пока не забыл. Методы, которые мы привязываем к add динамикам, то есть к динамическим этим, они должны быть uFunction помечены обязательно. То есть перед методом прописать uFunction. Такой вот. Хорошо. Как же нам узнать, что именно там в себя принимает этот делегат? Потому что есть другие делегаты, и мы не знаем, что там может находиться. Мы Ctrl-LKM клацаем, он нас перебрасывает сюда. После чего мы клацаем на... А что мы клацаем? Как мы это переходили-то? Вот, мы клацаем на саму F-структуру ту, и мы видим, что вот они его объявили. Declare Dynamic Multicast Shape Declare 6 парам, то есть у него 6 параметров. Смотрим, здесь это они передали структуру, здесь он Component Begin Overlap, нас это не интересует, и нас интересует вот отсюда uPrimitive Component, и понеслась, и мы вот это вот все до самого конца просто-напросто копируем, таким вот образом скопировали, вставили вот сюда вот и поудаляли запятые, то есть у нас bool идет запятая, а мы удаляем ее. И точно так же у нас будет работать с Component End Overlap. Он здесь внизу находится. Вот он. И то же самое. uPrimitive Component, бла-бла-бла, бла-бла-бла. У него чуть поменьше здесь параметров. У него здесь 4, да. For парам, да, 4. Хорошо. Мы это все сюда добавили, и тогда он не будет подчеркивать. Все здорово. Что эти штучки вообще возвращают? Здесь много чего возвращает. Оно и компоненты возвращает, и актора, который пересек это все, и body индексы, и hit результы с локациями там и прочим. То есть много чего возвращает, но в основном нас интересует на данный момент именно other actor. Вот тут вот как раз таки мы приходим к касту. Дело в том, что наш актор, вот этот вот характер, которым мы пересечем,
он здесь вернется в виде А-актора. Дело в том, что character, он как бы у него в родителях все равно А-актор существует, как и вот у нашего вот этого класса. Вот здесь А-актор существует. Если мы перейдем на характера нашего, то мы увидим, что наш наследуется от обычного А-характер. Мы переходим на А-характера. Мы видим, что он наследуется от павна. Мы переходим на павна. И мы видим, что пав наследуется от А-актора. Понимаем, да? То есть он вернется именно вот этот вот А-актор нам здесь. И чтобы, если мы захотим какую-нибудь сделать вещь, которая именно в нашем характере, мы должны сделать тот самый каст, то есть привести тип того other актора, который нам вернулся именно в том обличии актора именно, к нашему этому. То есть мы что делаем? Мы прописываем вот этого вот название нашего характера, ну, то есть класса нашего характера, это ваше название, может быть, там как-то там, я не знаю, player, character equal, и мы сюда прописываем cast, прописываем к какому типу его привести и передаем сюда other actor. Ну и, соответственно, мы его проверяем, чекпоинтер, нашим макросом, чекпоинтер player, character. Ну и в случае, если все хорошо, давайте debug message какой-нибудь на 5 секунд. На 5 секунд сделаем типа f-string. Успех. Вот так вот сделаем. Такую вот историю сделаем. Хорошо? Хорошо. То же самое абсолютно на end overlap у нас происходит. Давайте успех пересек. Давайте вот так. Ну, пересек. Красивое слово пересек. Мне нравится пересек. И то же самое сделаем ушел. Или нет? Пока. Успех пока. Так, вот давайте. То же самое сделаем. Каким-то образом. Окей, все это сохраняем. Давайте F7 и ждем. Ну, F7 и F5 и ждем. Так, да, во-первых, кириллицу он не очень дружит с ней, да, у нас здесь текст должен. В общем, такая вот запись, да, F7, F5. Так, хорошо, все загрузилось. Долго, конечно, было, но что поделаешь. Мы заходим. Вот мы его пересекаем. Begin overlap. И end overlap у нас прописывается. Конечно, там не очень разобрать такой этот. Но что поделаешь. Итак, вот у нас есть наш код. Весь он работает. То есть получается, что он сделал каст верно. И он преобразовал этого актора к нам, в общем-то. То есть к нашему. Соответственно, если мы кем-то другим зайдем, то это работать не будет. Но произойдет обязательно каст. Вот в этом весь нюанс такой. То есть все равно будет сделан каст. Каст, я уже как говорил, это такая штучка напряжная. Ну, понятно, что здесь мы не часто его используем. Здесь нам, в принципе, это не очень, как бы, это проблематично. Но все же это проблематично. Есть разные способы, как вот здесь вот ограничить его, и всего лишь единственно правильно есть. Так вот, какие еще есть варианты? То есть здесь некоторые люди используют интерфейсы сюда, суют, чтобы шлепнуть на нашего характера, если он нам нужен. Но интерфейс... Ну, это чтобы избежать каст, хотя при интерфейсе нам тоже придется кастовать. Но это так, забегая вперед, то есть тот же самый каст, просто на другой класс. Но интерфейсы нужны были бы, если бы мы хотели... Ладно, давайте это уже, когда интерфейсы будут, я думаю, это следующий или через один. Будем кое-что разбирать, и там будут интерфейсы. Так вот, по поводу чего правильно, как сделать. Смотрите, у этой коллизии сферы, вот он, box collision, и вот здесь вот у него есть collision такая, тот самый графа, да, точнее категория,
И здесь все, что его касается коллизии. И мы увидим, давайте поставим кастом, то есть свою сделаем. Видим, что он относится к World Dynamic. Он относится к World Dynamic, то же самое есть и у этого. И мы видим, что именно он с всеми остальными, он оверлап, то есть он пересекается. То же самое, если мы откроем нашего характера, вот основная его капсула, пролистаем его вниз, и мы увидим, что он относится к павну. И мы смотрим здесь, как он реагирует на павн. Он его оверлапит. То есть если мы сделаем, допустим, вот здесь вот блок, то мы заметим, что он нас просто-напросто не пустит. То есть он будет не пускать нас. Вот он нас блокирует. Для того, чтобы именно наш характер оверлапился с ним, можно, конечно, сделать вот такую вот вещь, да, то есть все остальное подключать, и он будет работать только на павна, так как он наш павн, вот он. Давайте здесь тоже сделаем кастом, вот этот павн, вот он павн. То есть видим, что он здесь на все делает как бы блок. И на World Dynamic он, кстати, тоже делает блок, то есть он его блокирует для себя, ну а тот пропускает. Мы можем создать своего именно характера. То есть у нас есть вот такой вот Project Settings, вот здесь вот слева Collision используется. И есть вот такие вот два. Одна для Trace Channel, это потом, это для всяких лайнов вот этих вот. И прочих таких вещей. Нас интересует Object Channel. Мы можем создать новый объект, по стандарту выбрать, чтобы все его блокировало, и сделать типа что-то характер, да? Характер наш accept. И вот у нас появился характер блок. У него стандартно стоит. Мы его здесь вот так вот меняем и смотрим. Вот он появился, характер блок. И в самом... Я, кстати, не понял, вам видно было, да? То мало ли за мной не видно. Вот он, характер блок. И здесь мы можем взять и выбрать, что он теперь наш характер. Вот он его блокирует. Мы выбираем. И вот он его действительно блокирует. Нас-то интересует, чтобы он его именно пропускал. Оверлап. А, допустим, все остальное он игнорировал. Ну, это немножко другое, поэтому это мы не трогаем. Вот. И он нас опять пропускает. И begin overlap. И туда-сюда проходит. Соответственно, что эта сфера теперь, этот кубик наш коллизии будет триггериться только на тех, кто относится к вот этому object type характера. Ну, мы можем другой создать. Там их определенное количество можно создать. Я не помню, 18 или 20 с чем-то, или 30 с чем-то, в общем. Ну, по-моему, все-таки 18 мы можем своих создать. Это ограничение движка. То есть, в общем, такая вот история. И, соответственно, что если будет за нами бежать пачка каких-нибудь enemy, а мы создадим отдельную коллизию для enemy, и мы вместе пересечем этот блок, то он отработает, то есть вот этот вот делегат, к которому мы привязались, он отработает только на ту коллизию, которую мы там укажем. И все. И, соответственно, нам не надо будет дополнительные проверки делать. Какие дополнительные проверки? Ну, к примеру, там можно делать проверки на таг. Есть такая штука, как таги. Я, наверное, отдельно уже о них как-нибудь поговорим. У каждого актора есть таг. То есть можно дать ему какой-нибудь таг. И сделать здесь проверку. Достать из него и проверить. Ну, в общем, вот такая вот история. Что ж, а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord ссылка в описании. Всем пока.